Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Азербайджан готов поставлять газ на Украину и заполнять ее ПХГ. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, откуда такие излишки у Азербайджана и почему он готов-то на это? Платить деньги-то собираются? Откуда излишки, надо спрашивать главу МИДа Азербайджана, который сделал такое громкое заявление о том, что, посмотрите, компания «Сакар» имеет огромные планы по развитию бизнеса на территории Украины. И вообще мы можем поставлять газ, мы можем эксплуатировать ПХГ. Ну, то есть, по сути, мы обсуждаем заявление главы внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, на которой присутствовал глава внешнеполитического ведомства Украины. И то есть это не просто заявление, а это вот какой-то откровенный вброс. Давайте так мягко назовем. А если еще мягче, то это дипломатически выверенные слова. Дипломатически выверенные слова, предназначенные для украинской, в первую очередь, аудитории, а не нам с вами. Но так как информационное пространство единое, кому бы чего ни казалось, глобализированное, кому бы чего ни казалось, то вся эта информация доходит и до нас с вами, и у нас это тоже начинают обсуждать. Вот, в частности, мы на этом канале тоже обсуждаем. То есть давайте зафиксируем сразу. За этим заявлением практически ничего нет. Просто ничего. Человек, который сделал это заявление, не имеет права подписывать какие-либо контракты. И более того, это были не слова, сказанные на пресс-конференции глав хозяйствующих субъектов, ну или хотя бы людей, которые имеют право выступать от лица этих хозяйствующих субъектов. Это слова главы МИД. Можно, конечно, сказать, что ну это же целый глава МИД, не может же он сказать что-то просто так. Да, он не может сказать чего-то просто так, однако вот это не просто так бывает разное. Бывает, что не просто так это слова, которые говорятся человеком, вроде бы не выступающим напрямую от лица которых он сейчас выступает, но он достаточно авторитетен, он имеет достаточный вес в государстве, в бизнесе, чтобы за этими словами действительно последовали какие-то конкретные шаги. Ну, условно говоря, если, допустим, глава России что-то говорит о поставках газа куда-то, то за этими словами действительно что-то есть. Хотя формально глава государства не является главой нефтяной или газовой компании. То же самое, кстати, если он говорит что-то о поставках нефти. Но если говорит глава МИДа, это не просто так, может быть немного другого рода. Вот нужно по итогам общения что-то сказать. Вы же не можете, если уж назначена пресс-конференция, выйти и сказать: вы знаете, мы поговорили, поняли, что с вас как с гуся вода или что-нибудь еще вот подобное, что от вас вообще вас взять нечего. Мы вам ничего более-менее вменяемого поставить не можем. Поэтому, ребят, ну, камон. Камон, гайс. На чистом американском языке глава внешнеполитического ведомства Азербайджана обратился бы к украинским журналистам. Может он что-то такое сказать? Ну, нет, очевидно, не может. Поэтому нужно коснуться каких-то сфер, которые более или менее нейтральные, и в которых, ну, действительно что-то как-то где-то можно предъявить. То есть, если представитель Азербайджана в данном случае говорит: мы будем рассматривать, мы постараемся, мы будем иметь в виду, что да, мы поставим вам газ, то это не значит, что газ действительно будет поставлен. Это может означать, что да, газ в какой-то момент поставят, но, допустим, компания «Нафтогаз» купит его в каких-то незначительных объемах, объявит об этом громко, что вот, смотрите, к нам пришел газ из Азербайджана, но это не будет системным явлением. И тут пару слов, наверное, стоит сказать про Азербайджан, тем более, ну, наверное, часть наших зрителей не является нашими постоянными зрителями, то есть людьми, которые уже в курсе. Кстати, если вы не являетесь нашим постоянным зрителем, можно подписаться, и вы таковым станете. Можно еще там на колокольчик нажать. Если вы на каких-то других видеохостингах, то там ракету можно нажать, ну и прочие соответствующие реакции проставить. Так вот, пару слов про Азербайджан в качестве поставщика газа. Азербайджан действительно экспортирует газ. И основным покупателем азербайджанского газа, пожалуй, является Европейский Союз.
прошлом году из Азербайджана в Европейский Союз было отправлено 12,5 примерно миллиардов кубических метров. То есть в абсолютных величинах Азербайджан довольно незначительный игрок на европейском рынке. Это не в обиду Азербайджану, это просто для понимания масштабов. Даже сейчас Европейский Союз после кризиса энергетического, в состоянии нынешнего энергетического кризиса, по итогам текущего года потребит порядка, ну, как минимум 325 миллиардов кубических метров, скорее всего, даже больше. Вот 325 и более, и вот 12,5. Можно ли сказать, что 12,5 миллиардов кубов – это значительный объем на фоне общего потребления в Европейском Союзе? Очевидно, нет. Но и совсем уж незначительными назвать эти поставки нельзя. При этом стоит иметь в виду, что в Европейском Союзе снижается собственная добыча газа, и часть новых поставок, которые идут с рубежа нулевых с рубежа десятых и 20-х годов, лишь замещают выпадающие объемы, выпадающие в первую очередь в собственной добыче. И в этом плане, да, Азербайджан довольно значимый игрок для Европейского Союза, тем более, что 4 года назад с Европейским Союзом было подписано соглашение, ну, то есть между Азербайджаном и Европейским Союзом, было подписано соглашение о двукратном увеличении поставок. Тут, опять же, нужно заметить, что речь не идет о том, что если в прошлом году 12,5 миллиардов кубов поставляли, то вот после двукратного увеличения будут 25 миллиардов поставлять. Нет. Речь идет о том, что технически гарантированный объем поставок составляет 10 миллиардов кубов. И вот эту техническую возможность собираются увеличить в 2 раза. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru Самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Ну как же они поставляют 12,5, если вот 10 пропускная способность? Ну, на самом деле, это номинальная пропускная способность, можно прокачать больше. Вот они прокачивают больше. Опять же, не радикально, но да, больше. Поэтому Европейский Союз ожидает, что с 2027 года Азербайджан начнет поставлять в ЕС порядка 20 миллиардов кубов. Пока никаких внятных телодвижений публично для того, чтобы осуществить задуманное, не совершалось. То есть ни расширение добычи, по крайней мере, о котором было бы громко объявлено, ни строительство дополнительных газотранспортных мощностей не осуществляется. По крайней мере, об этом нигде не говорится в публичной сфере. Зато в публичную сферу постоянно попадают заявления азербайджанской стороны в стиле «Ребят, когда будут деньги? Когда мы определимся, кто же в конце концов будет весь этот праздник оплачивать?» Потому что с точки зрения Азербайджана, напомню я, происходящее выглядит так. Европейский Союз говорит: ребята, найдите деньги. Можно у партнеров взять, с ними как-то скооперироваться на расширение добычи. Найдите деньги на расширение газотранспортных мощностей. А это, ну, мягко скажем, знаете, чуть-чуть больше 1000 километров, прям чуть-чуть.
Так вот, найдите на это все деньги, постройте, а мы с 30-х годов начнем отказываться от газа в области энергетики. Как мы здорово все придумали. Вы нам поставляете газ, вы оплачиваете трубу, вы оплачиваете расширение добычи, а мы вам сразу говорим, что это ненадолго. Ну как? Ну не то, чтобы вообще ненадолго, но есть немалые шансы, что заработать вы не сможете. То есть вы оплатите, начнете поставлять, но цена поставок не гарантирована, она зависит от биржевых котировок в Европе, а тут может случиться в 2027 году кризис перепроизводства, и котировки упадут. Ну и самое последнее, что здесь стоит сказать, две вещи. Вещь первая. На Украине что-то вроде, если память меня не подводит, что-то около полусотни заправок Сокар. То есть, да, у Азербайджана там есть какой-то бизнес, но этот бизнес автозаправочный. Ну и какие-то нефтепродукты, понятно, Азербайджан поставляет, ну или поставлял, пока непонятно. И второй момент – это ПХГ. Но ведь ПХГ, наверное, Азербайджану очень нужны. Очень нужны. Ну, я бы сказал, что разговор про ПХГ – это очень безопасный разговор на территории Украины, когда вам надо что-то сказать, но при этом можно говорить бессодержательно, ничем не подкрепляя свои слова. То есть, по сути, он сказал, да, вот ПХГ Украины очень важные, нам очень интересно, мы прям будем присматриваться. Ну, это здорово. Но в реальности подземные хранилища газа Украины, ну, даже без учета текущей, мягко скажем, непростой ситуации, не представляют того невероятного интереса, который вокруг них сформировался в информационном пространстве. Востребованность украинских ПХГ даже на пиковых значениях никогда не была чем-то отличным от где-то 7-8 миллиардов кубов хранения в течение года. 7-8 миллиардов кубов хранения – это мало. Это, ну, хорошо. Это не мало вообще. Это мало на фоне тех объемов, которые хранятся, допустим, на территории Европейского Союза. Даже сейчас, когда ой-ой-ой, ПХГ Европейского Союза недозакачаны газом. Кстати, если подключить каким-то образом к этой истории украинский ПХГ, газ не образуется из ниоткуда. Вопрос в закачке ведь в наличии газа, а не в наличии ПХГ, вдруг кто-то не понимает. Ну, например, кто-то из государственных деятелей какой-нибудь постсоветской страны этого не понимает. Вопрос не в том, чтобы ПХГ найти, а вопрос в том, чтобы найти газ. Так вот, даже сейчас там более 60 миллиардов кубов в европейских ПХГ. Ну и будет больше, будет где-то 80-85 миллиардов кубических метров, скорее всего, к началу сезона отбора. И вот на этом фоне там 7-8 миллиардов, которые закачивались в ПХГ Украины когда-то, просто потому что это было чуть-чуть дешевле, ну не играют никакой роли. Вопрос не в наличии ПХГ, вопрос в наличии газа. И вот опять завершим мы вопросом следующим. Кто будет оплачивать не газ, а мероприятия, необходимые для расширения поставок? Просто сейчас купить азербайджанский газ Украина и так может. Для этого на уровне МИД никому встречаться не надо. Приходишь к тому, кто уже купил азербайджанский газ, и говоришь перепродай, и тебе перепродают. Но ведь тут якобы речь о чем-то другом. Да нет, речь просто о том, чтобы что-то сказать, что-то безопасное, зачем не будет никаких дальнейших действий. Ну, по крайней мере, исходя из текущей ситуации между Украиной, Азербайджаном и Европейским Союзом. Ну, а что там будет в будущем, посмотрим, конечно. Пока так. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.